Здравствуйте. Добрий день. Откуда будете? З Києва. Киева. Мгм. Я из города Орел. О чем общаетесь? Да, вот вопросик есть интересный. Вопросик у вас ко мне? Да. Можно сначала я задам вопрос? А что, не хотите отвечать на мой вопрос? Почему? Я отвечу. Вы не хотите ответить на мой вопрос? Нет, так я ж первый попросил. Если не хотите Ну, отвечать, так давайте, и ладно, скажите. ладно. Я уступаю вам. Давайте, задавайте первый вопрос, только потом не сбегайте, ладно? А Да, то, знаете, как естественно. соскакивают. Ну, давайте. Естественно. Давайте вопрос. Слушайте, значит, я вот нашел 2 газеты 19 века. Мне интересны их названия. То есть одна издана в 1845 году в Москве, а другая в 1864 в Киеве. Значит, первая газета называется «Московитянин», а вторая, то, что в Киеве, называется «Украинец». Вот. И вот ваше мнение, почему такие названия в этих 2 газет? Ума не приложу. Во-первых, я ни газеты эти не видел, а во-вторых, не задумывался. Не знаю почему. Не знаете. Ну, А отлично. почему вас интересует этот вопрос? Он для вас очень жизненно важен, животрепещущий? Да, важный. Вот. Давайте теперь мой вопрос, хорошо. Ну, не знаете, да, не знаете, так хорошо. Это Я так хорошо. и сказал. Смотрите, Да. общался до вас с мужчиной. Неинтересно, с кем общались. Это я знаю, я же не про мужчину рассказываю, откуда у меня вопрос возник. Да. Так вот, мне было сказано, что Украина – это не государство, потому что у вас государя нет, а вы страна, потому что у вас правит народ. Ну, ответ этот был какой-то детский, бредовый, поэтому у меня к вам вопрос. Скажите, вы знаете разницу между страной и государством? Вам сказать, когда государство имела Украина? Нет, никогда она имела как понятие, вообще неприменимо к Украине, а просто разница между понятием государства и понятием страна. Ну, так понятие страна, что? Та территория, где живет какое-то население. Например, украинцы живут на какой-то территории, эта страна называется Украиной, собственно, да? Украина населена украинцами. Вот, так как Дания, да? Дания, вот страна, Дания, населена данцами, также Данмарк. Германия населена, Дания собственно... данцами? Да, Данмарк, знаете, называется их страна. Дания. А не датчанами? Не знаю, как на вашем русском. Ну, хорошо. Главный смысл, что на территории живет какое-то население, которое, собственно, есть более-менее однородным, и оно себя как бы, оно себя самоидентифицирует как украинцы, допустим, да? Это вы мне про что рассказываете сейчас? Про страну, вот это и есть страна. А государство это что? А государство это когда есть уже устрой какой-то, уже есть какое-то правительство, уже есть какие-то там суд и так дальше. Ну, то есть уже все построено на... Не просто как живут люди на этой территории, это уже какие-то там даже дипломатия уже идет, какие-то уже контакты с другими народами, странами, этими государствами и так дальше. Вот и все. Так Украина это страна или государство? И то, и другое. Это не взаимоисключающие понятия? Конечно, нет. Это дополняющие. Но не может же одновременно быть... Страна – это фундамент. И государство. Страна – это фундамент. Государство – это дом на этом фундаменте. Страна – это фундамент. Да. Такого не знали. Хорошо, меня устраивает ваш ответ. Все хорошо. У вас какие-то вопросы еще есть, кроме газет? Да, вот хотелось бы, вы зацепили эту тему, хотел бы спросить вас, как вы считаете, когда Украина уже имела свою государственность? Имела свою государственность? Ну, мы с вами сейчас определились, что государство, как вы сказали, это здание, то есть это институты государственные, наверное, да? В большей степени. Но я думаю, что Украина несколько раз имела свою государственность. Первый раз, по-моему, если вот именно не территорию рассматривать страну, а именно государство. Мне кажется, первый раз это в 19 веке, в 18-20-х годах, когда там в течение 2 лет была Украинская республика. Вот. В 19 веке? Потом с 91-го года. В 19 веке? Да. Ну или в 20-м, я не знаю, 1918 год, это какой век? Понял, ясно. Хорошо. В принципе, не знаю, есть ли смысл вам отвечать, что Украина имела государственность еще в 17 веке или нет? Вы знаете, если бы Украина имела государственность в 17 веке и была бы государством, да, не страной, а именно государством, то тогда сохранились бы исторические памятники украинского государства. Ну, например,
в Украине должны были бы быть собственные денежные знаки. Вы знаете, какие денежные знаки были на территории Украины в том веке, про который вы говорите? Ну, вы мне даете определение современной государственности. В то время, Нет, когда... нет. Я просто спрашиваю, какие были денежные знаки в Украине в тот период, когда вы говорите, она уже была государственной? Ну, один какой-то герцог, значит, писал там королю, или я не помню точно кому, что Богдан Хмельницкий, там он возмущался, что Богдан Хмельницкий там чеканит собственные деньги уже, начинает чеканить. Вот, так что это такое понятие. Вот. Ну, естественно, он не успел как бы на массовый поток пустить, потому что была война национально-вызвольная. А по Сборовскому договору 1649 года, где Богдан Хмельницкий на равных условиях договаривался с Яном Казимиром, королем, собственно, Речи Посполитой. Подождите секунду. Вот создавалась гетманщина как государство. Я понял. Да. Я хочу к деньгам вернуться. То есть, если я вас правильно понял, своих денег Украина в тот период, о котором вы говорите, так и не выпускала. То есть хотела, но не выпустила. Правильно? Ну, не успела, естественно. Но это же ничего не значит. Скажите, пожалуйста. Есть же на это печатка. Подождите, есть же на это печатки. Понял. А второй вопрос. Да подождите, второй вопрос. Давайте, вы же думаете, что вот эти там монеты и так дальше, они имеют какую-то главную роль, типа, в том, что это государство. Это атрибутика, это один из атрибутов, а их полно. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, в каком году впервые было кодифицировано законодательство Украины как государства? Ну, так я же говорю. 1649 год, Сборовский договор. По нем, вот... Скажите, пожалуйста, вы знаете, что такое кодификация законодательства? Подождите. Да какая кодификация в 17 веке? Что вы мелите, господи? Я говорю вам... Первые кодификации в России, или на Руси, возникла в 900 году. В Европе в 1213 веке. И чем у меня к вам вопрос? Когда на территории Украины произошла первая кодификация? Какая кодификация? Какая кодификация в 900 году в Руси? В 900 году берестяные грамоты. Это что? Вы знаете, что такое? Это что? Кодификацию. Что такое кодификация? Ну, так давайте, объясните мне. Я вот не знаю, допустим. Вот объясните мне, что такое кодификация? Объясняю. Да. Это когда разрозненные документы, носящие правовой характер законов, сводятся в определенный свод. Ну, в современном понятии кодекс, например. Земельный кодекс, уголовный кодекс. Ага. Вот скажите, пожалуйста, первый... И это было в Руси в X веке. Уголовного кодекса на территории Украины когда возник? И это было в Руси в X веке, да? Да. Берестяные грамоты. Нет, не берестяные грамоты. Так вы только что сказали берестяные. Дослушайте. Берестяные грамоты как свидетельство письменности, существовавшей на территории России на тот момент. Что касается кодификации законодательства, оно было собрано, порядка 15-20 статей всего было, именно вот на рубеже 9-10 века. Как назывался этот закон? Или что это, как вы это называете? Это не закон. Как это назывался? Название я вам не смогу сказать. Найдены гранитные глыбы, на которых высечены порядка 15 статей, там, за что смертью наказывались, за что денежные выплаты и прочее, прочее. И чем у меня вопрос к вам? На территории Украины когда это произошло? Слушай, вы такого наплели. Какие глыбы, какие вот эта кодификация, 10 век, Русь. Скажите, а какой тогда признак государства, кроме того, что, как вы говорите, Богдан Хмельницкий кому-то что-то писал? Вообще, какие признаки государства Украины были тогда? Какие признаки? Там, собственно, вот смотрите, была вот... Начинаем с Сборовского договора. Что вообще это за Сборовский договор? Это большая российская энциклопедия. Не перебивайте меня, пожалуйста, потому что я не могу закончить одно предложение уже несколько минут. Значит, большая российская энциклопедия 2004-2017 год. Редактируется, да? Вот в ней, собственно, про Сборовский договор есть. Это не мои слова. Значит, после новых переговоров король дал запорожскому войску жалованную грамоту, что именуется Сборовским договором. Согласно ей, местом пребывания запорожского войска объявляется территория Киевского, Черниговского и Братславского воеводств. То есть, есть территория, которая давалась, собственно, запорожскому войску.
да, перебивание, то есть абсолютно законные, абсолютно дозволенные, никакое там нет нелегальное и так дальше, и не контролируется Речью Посполитой. Город Чигирин становился гетьманской ставкой. Число регистрированных казаков увеличилось с 6 тысяч до 40 тысяч. Вот. Дальше. Казаки и все, кто поддерживал их во время восстания, амнистировались. Вопрос к существованию унии откладывались до ближайшего созыва Сейма. Митрополит Киевский должен быть стать депутатом Верхней палаты польского парламента. Иезуитам запрещалось основать новые школы. Православная шляхта получала право занимать админ-должности в Киевском, Черниговском и Братславском воеводстве. То есть, собственно, есть Богдан Хмельницкий как управитель, как, собственно, он управляет территорией, которую ему дал король полностью в его распоряжении. Это Черниговское, Братславское и Киевское воеводство. То есть, руководитель управляет вот этой территорией. У него есть собственное войско, которое законно абсолютно находится на этих территориях и не подчиняется никому другому, ни полякам, там, ни московитам, ни татарам, никому. То есть оно как бы самоуправляет. В этого войска есть целая там схема судебная, да, судебная система есть. У них есть собственный там писарь, осавул и так дальше. То есть вот эта вертикаль власти, она вся как бы присутствует, вы можете посмотреть. Вот. Есть старшина генеральная, есть, то есть там очень много всего. Если разобраться, там можно удивиться. В этого войска есть собственная печатка, которая называется печать войска Запорожского, низового иногда, да, добавляется. Где они в международном общении, да, когда договариваются с какими-то странами, они ставлят свои печатки на равных условиях, ведут переговоры с той же Речью Посполитой, с тем же Крымским ханством и так дальше. Есть гравюра Богдана Хмельницкого, на которой он подписывается, то есть там титулы и так дальше. Если полностью все прочитать, это очень много. То есть он там главнокомандующий, он там князь еще тут подписывается как князь народу украинского. То есть не просто какой-то там гетьман, а именно для Вильгельма Гондиуса изображение гравюры он также подписывается как князь. То есть в их видении иностранцев это был себе законный управитель этой территории. Что вам еще просто навести? То, что вы мне приводите про монеты и так дальше, это сложилось вот эти все характеристики государства в 19 веке только. В 17 веке таких характеристик не было. Это были вассально-сузеренные отношения. Вот, собственно. Достаточно? Вы меня слышите? Достаточно вам этого? Вы меня слышите? Конечно, я вот хочу понять, вам достаточно этого или еще нет? Вы знаете, вот то, что вы процитировали, звучит следующим образом. Да-да-да. Я не вдаваясь в подробности, как это оформлено договором, но звучит следующим образом. Польский король, я правильно понимаю, польский король? Речи Посполитой король. В современном понимании Польши, король Польши. Он король польский, литовский, русский, жематийский и так король, дальше. Польский король. Король Речи Посполитой. Пусть будет так. Король Речи Посполитой выделил воеводство, кормление какой-то группе населения. Нет, неправильно понимаете. За это... Нет, дослушайте меня. Вот как вы преподнесли, это звучит так. Не, преподнесли это если... Подождите, нет. У воеводствах были, как вы хотите сказать, были воеводы. То есть те, кто управляли воеводством. А это полностью... и все. Это полностью как бы удавалось под управление Богдана Хмельницкого. То есть он не был воеводой, он не был каким-то там наместником короля Речи Посполитой, то есть он не был вообще никем, ни наставником, ничего. То есть он был собственным управленцем. Вот. Московит, он же и в Африке московит, он будет все перекручивать, тем более, когда он зашел там за всякие вот эти кодификации в X веке в России, не в Руси, для них же все это одно и то же, тут все стало ясно. Ну що, сподобалось відео? Тоді не забувай підписатися на мій YouTube, Telegram, Instagram, а також за можливості підтримати мене на Patreon чи за реквізитами, що знаходяться в описі під відео. Дякую. Слава Україні!